Тема сегодняшней лекции – причины преступности. В науке существует много точек зрения о причинах преступности. Нейлс Мелзер выделил 3 подхода к решению этой сложной проблемы. Это биологический, психологический и социологический. Вот 3 подхода. Сущность биологического подхода состоит в следующем. Прирожденный преступник имеет склонность к преступному поведению. Прирожденный преступник родился вором и ничего другого делать не умеет. В рамках этого подхода Цезарь Ламброзо утверждал, что преступник – это результат деградации к более ранним ступеням человеческой эволюции. Ламброзо назвал такие внешние черты прирожденного преступника, как выступающая нижняя челюсть, реденькая бородка и пониженная чувствительность к боли. Кстати, эти черты, по моим наблюдениям, наиболее характерны для спикеров. Сходство преступника с первобытным дикарем проявляется в страсти к татуировкам, в слабости рассудка и даже к деградации почерка, принимающего характер иероглифического письма. Ламброзо выделил 4 типа преступников. Первое – душегуб, второе – вор, третье – насильник и четвертое – жулик. Причем данная типология по сей день сохраняется. По мнению Генри Годдарда, преступники – это слабоумные, происходящие из наследственно отягощенных семей. Мой опыт по школьному обучению преступниц на уроках истории в женской колонии показывает, что преступницы, как и обычные люди, имеют разный уровень развития интеллекта, от очень низкого уровня учащихся класса коррекции до очень высокого уровня, обнаруженного у одной воровки по доверию. Я помню эту воровку. Она запоминала мои лекции на лету. То есть все фамилии, все даты, слово в слово она могла повторить. Ну, конечно, на экзамене по истории я поставил 5. Отличный уровень развития интеллекта. Ну и, как сказать, воровка по доверию – это высшая степень, в общем-то, воровской квалификации, особенно у женщин. Так что Годдард был не вполне прав. Есть очень умные преступницы. Так, уровень развития интеллекта влияет на успешность роста воровской квалификации. Ступенями такого роста являются, роста квалификации. Первое. Самый низший уровень – специализация на квартирных кражах. Второе – специализация на карманных кражах. И третий – воровство на основе доверия жертвы к преступнику, который использует клофелин для усыпления жертвы. Таким образом, мнение Годдарда представляется мне не вполне верным. С точки зрения теории уголовной психодинамики, преступник в своих поступках руководствуется не
рассудком, а только эмоциями. Преступник – это психопатическая личность, которая обнаруживает отклонение от нормы, но не является ни психически больным, ни слабоумным. Современные криминологи выделяют такие особенности женщин-преступниц по сравнению с мужчинами-преступниками, как истеричность, которая проявляется в демонстративном поведении, в гиперконфликтности, в реакции на конфликт в форме крика и рыданий. Типические преступления истероидной личности – это клевета, мошенничество, участие в групповых кражах, похищение чужих детей, нанесение телесных повреждений. Ну, какие повреждения? Брызгание кислотой, ложное обвинение в изнасиловании. Эрнст Кречмер дал описание 3 типов телосложения человека. Это атлет, 2 пикник и 3 астеник. Атлет – это человек с развитой мускулатурой, склонный к организации конфликта. Пикник – это человек, склонный к полноте, толстый, который стремится уладить конфликт мирным путем. Астеник – это высокий и худой человек, который является потенциальной жертвой в конфликте. Уильям Шелдон считал, что атлеты наиболее склонны к преступлениям. Генетическое объяснение причин преступности состоит в том, что некоторые преступники имеют хромосомы типа XYY, тогда как обычные мужчины хромосомы типа XY, а обычные женщины хромосомы типа XX. Эти люди с хромосомами типа XYY имеют пугающую внешность, высокий рост и иногда являются тяжелыми психопатами. В рамках психологического подхода Зигмунд Фрейд ввел понятие «преступник с чувством вины», который желает, чтобы его поймали и наказали, потому что они чувствуют себя виновными из-за своего влечения к разрушению. Они уверены, что тюремное заключение поможет им преодолеть это влечение. Сущность социологического подхода состоит в том, что главной причиной преступности является то, что воров целенаправленно воспитывают в преступной группе. Эдвин Саттерленд утверждал, что тюрьма никого не исправляет, а тюрьма часто является школой обучения преступному поведению. Эмиль Дюркгейм считал, что социальная аномия, или другими словами беззаконие, в период социального кризиса является главной причиной преступности. Подобный период был в России во время правления Михаила Горбачева и Бориса Ельцина. Лихие 90-е годы. Главной целью Владимира Путина стало наведение порядка в стране, чтобы загнать преступный мир в подполье. Состояние аномии наблюдается в больших городах, среди подростков, где происходит смешение различных этнических групп с разными системами ценностей. Роберт Мертон считал, что причиной преступности является разрыв между целями и одобряемыми средствами их
достижения. Например, цель – это финансовый успех, а средство – это получение высшего образования. Но платное образование сегодня часто является недоступным, поэтому некоторые люди могут прибегнуть к незаконным способам обогащения. Согласно теории стигматизации Говарда Беккера, влиятельные группы способны ставить клеймо преступника на членов менее влиятельных групп и тем самым приучать их считать самих себя преступниками. Например, так поступали белые с афроамериканцами в США. То есть, если негр, то преступник. Так считалось в Америке. Ну и приучали негров быть преступниками. С точки зрения марксизма и радикальных криминологов, преступники – это бунтари против капиталистической эксплуатации. Пример такого бунтаря – это Иосиф Сталин, который имел 6 судимостей за вымогательство и 5 побегов. Можно сделать вывод, что все эти теории являются отчасти верными, и преступность является следствием многих причин.